Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вам вынесет мозг? Такой сегодня необычный расклад будет. Какая же бензопила дружба будет вам выносить мозги? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ой, как вам тянет на любовь, вас так тянет, ребят. Вы такой любвеобильный товарищ. Вот знаете, у некоторых из вас может проигрываться ситуация, когда вы очень сильно настроены на любовь. Причем это может проигрываться по-разному. У некоторых из вас, может быть, вы делаете какие-то шаги, да, вот знакомитесь там в интернете, в жизни, да. Может также проигрываться у некоторых, что вы уже начали отношения, но вы еще на периоде конфетно-букетном, да, вот именно встречаетесь, начало какое-то, вот ходите по компаниям, где-то развлекательные заведения, может быть. Но то, что вы сейчас настроены вот именно решительно, как-то именно в личных отношениях, да, вот как-то работа, все это хорошо, хотя вы, в принципе, вы зарабатываете довольно неплохо. Но у вас сегодня вот, пунктик такой, вам нужно устроить личную жизнь, поэтому вы вплотную хотите заняться устройством личной жизни. Причем вот могут проигрываться у вас у некоторых романы такие, вот заводите, может быть, романы, да. Но личная жизнь у вас сейчас пункт номер 1. Так, что еще у вас происходит в жизни? Так, женщин вокруг много. Смотрите, женщин много. Но вот у вас дилемма, а выбрать кого? Вот как-то вы не можете определиться. Да, это могут быть и какие-то романы уже легкие у вас, там, да, кто-то ознакомится, но вы не можете, остановиться на одной. Вот сердце как-то не очень ёкает, но хочется, вот хочется, настолько вот прет энергетика, насколько хочется новых отношений, хочется и того же интима, какого-то драйва, да, вы вот ломаете голову, кого же лучше выбрать, да, где же лучше найти, какую женщину, где познакомиться, по какому адресу прийти, да. Причем у вас такой сегодня, не то чтобы сегодня, прям вообще на данном этапе, довольно такой серьезный подход, довольно серьезный выбор женщин. Я бы сказала, сейчас вы женщин более так хладнокровно, что ли, стали выбирать. Да, для вас важна любовь, морковь, для вас важно ощущение, отношения, но в то же время вы очень сильно включаете теперь мозги, вы очень сильно присматриваетесь, когда знакомитесь с женщинами, вы, даже анализируете, я бы сказала. Вот именно вы анализируете, какая она, да, вот какие-то ее качества, что она делает, как она говорит. Вот так вы, настолько серьезно как-то подходите. А почему вы так подходите серьезно? А что такое случилось? Почему такой серьезный подход? Вы император, да, вот после кардинальных перемен с женщиной, кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Это конфликт, разрыв, развод. Все понятно, в принципе, да? После того, как вот у вас случился разрыв, развод, да, у каждого по-своему, вот, скорее всего, у вас измена проигрывается с вашей прежней женщиной, вы теперь более серьезно стали подходить. Но опять же, я вот повторюсь, настолько как-то вы скрупулезно, да, вот подходите к отношениям, вы не будете лишь бы с кем, да, потому что есть некоторые, конечно, и мужчины, да, и женщины есть такие, которые на первых попавшихся бросаются, да, вот им все равно где, все равно с кем, нет. У вас такой подход очень серьезный, очень стабильный. Давайте-ка посмотрим теперь. Какая же женщина пришла к нам на расклад? Кто же вам будет мозг выносить, да? Смотрим.
Кто же это пришел? Дамочка такая страстная, даже в чем-то таинственная. Смотрите, вы с ней как-то вот познакомитесь, как-то интересно так начнете общаться. Причем у вас, смотрите, вы когда будете с ней общаться, это будут просто, ну, трэшевые отношения, я по-другому их не назову. Это будут такие эмоциональные качели. Давайте сначала я попытаюсь вам описать ее. Это будет скорее блондинка, такая она моложе вас, моложаво выглядит, стройного такого, либо же среднего телосложения, довольно приятная, довольно такая веселая, романтичная. Но на самом деле она не очень простая. Там, несмотря на всю ее романтику, там такой характер, хоть держись, просто сесть, не встать. У вас с ней будут такие эмоциональные качели, смотрите, ну, в таком плане, что вот она то ли обидчивая будет слишком. Вот вы, может быть, даже что-то в шутку скажете, где-то пошутили, она обиделась, да. Либо же она может вам рассказывать, вот поучать что-то. Ну, то есть, знаете, вот она такой человек, с одной стороны, да, она позитивная, она вроде бы хорошая, но вот есть некоторые моменты в ее характере, за которые хочется, конечно, так взять двумя ручками ее шейку, да, и так хорошенько так покрутить. Шучу, конечно, да. Но опять же, смотрите, человек, который будет вам дарить и много эмоций, и в то же время много каких-то таких ощущений, ну, когда, ну, реально хочется куда-то на край света умчаться. Это я сейчас пытаюсь очень-очень деликатно вам сказать, да, чтобы никаких глупостей не договорить, да, потому что на языке совершенно другие слова крутятся. Вы будете вот с ней как на вулкане. Это будут такие качели, то хорошо, то плохо, то сошлись, то разошлись, да. И вот эти все какие-то бурные расставания, бурные примирения, да, но она реально западет вам в душу. Почему вы будете ее терпеть? Потому что вот, ну, вы влюбитесь, да, вот у кого-то это будет на интиме оно, да, вот именно интим будет шикарный, у кого-то это будет два в одном, вот она будет вам и внешне там нравиться, может быть, как хозяйка, да, но вот этот вот ее характер, это такой, знаете, оторви и выкинь просто. Это такой характер, за который иногда хочется просто стукнуть по голове, чтобы человек успокоился. То есть это будут такие эмоциональные, это такой вынос мозга будет с человеком. И бурные, страстные, и примирение, и бешеные страсти, бешеные эмоции, постоянный какой-то адреналин, да. Ну, то есть, и плюс у вас будет еще такая ревность. Вы так ее будете ревновать. Вот несмотря на вот этот ее такой характер, да, вот, ну что-то такое бывает в женщине до такой степени манящее. С одной стороны, ты понимаешь, что ты готов ее просто, я не знаю, там, что под руку попадется, да. С другой стороны, ты безумно вот как-то на ее защиту становишься, не дай бог, кто-то на нее взглянет из мужчин. Это будут такие отношения, ну вот реально как на вулкане, вот как говорят, итальянская семья, да, когда и вместе не можешь найти какой-то общий язык, да, вот это и конфликты, это и бурные примирения. Посмотрите, вот две карты, которые сами за себя говорят, сошлись, разошлись, да, тут же конфликты, тут же примирение, то есть получается, вы и друг без друга не сможете, вернее, это в будущем, да. И в то же время вы постоянно за чепухи будете как-то вот ругаться, бодаться, спорить, да. Но это, конечно, нужно очень хорошую нервную систему, чтобы выдержать такие качели.
Ну, к чему же это приведет? Что же будет? Ну, вот постоянно, смотрите, то хорошо, то плохо, и без нее вы не можете. Вот когда вы будете оставаться без нее, чуть-чуть перезлитесь, перебеситесь, но вы все равно захотите к ней мчаться. Почему тогда? Почему? Боже, ревность, ревность, до такой степени ревность. Ну, знаете, у вас будет и кризисный момент с ней. У вас будет и такой период, когда вот вы будете реально будете готовы ее послать на все 4 стороны. И вы знаете, вот я так думаю, что со временем все-таки вы ее укротите. Вот вы ее укротите, вот эти ваши какие-то баталии, да, ваши вот эти вот качели эмоциональные, они закончатся. И она вот станет именно вашей той женщиной, которую вы будете вот именно беречь, дорожить и любить. Вот вы найдете, то ли это будет компромисс, да, то ли это будет уже притирка характеров, как говорят, да, вот нужно какой-то период, чтобы характеры попритерлись в отношениях, чтобы люди и привычки свои как-то так сопоставили, чтобы всем было хорошо. Но вот тот вулкан страстей, который был на протяжении почти всего расклада, да, он немного устаканится, отношения начнут более такие, более спокойные начнутся, да, вот более уравновешенные. Но на страже вы будете стоять постоянно. Вот ревность ваша никуда не денется. Вот вы станете тем влюбленным мальчишкой, которым были, ну, я думаю, много-много лет назад. Но пока вы до этого дойдете, конечно, кровушки с вас попьют. Вот эта вот белая пушистая кошечка, которая очень милая, ранимая, которая веселая, распрекрасная, она кровушки, конечно, попьет. Но я вам скажу, что, как говорят, милые бронятся, только тешатся, да. Но опять же, кто-то это выдержит, вот этот момент притирки, да. У кого-то он может быть неделю, у кого-то месяц, у кого-то год притирка. Но вы, я думаю, выдержите, потому что она вам, ну, в душу здорово западет, эта женщина. Вам, с одной стороны, комфортно, да, с ней будет, вот как чемодан без ручки, реально. И нести тяжело, и выбросить вы не можете. Но, к счастью, вы найдете вот те точки соприкосновения, вы все-таки сможете найти общий язык, да, и поймете, что ну зачем из-за чепухи ругаться, если можно быть и жить, даже можно в счастье, в здравом уме, смысле и в любви. Поэтому, ребят, вы знаете, из расклада в расклад к нам, конечно же, приходят разные женщины. Пусть вас это не удивляет, да. У кого-то срезонирует, да, вот с одной женщиной, у кого-то срезонирует с другой женщиной, у кого-то, может быть, две срезонируют, потому что вас много, вас тысячи, а я одна. И расклады, конечно же, в чем-то где-то, да, они могут резонировать больше, в чем-то меньше резонирует. Но то, что однозначно вот какая-то женщина из вот этих вот множества моих раскладов, они к вам придут, это 100%, чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!